В Северной Корее будущее ребенка во многом предопределено еще до его появления на свет. Страна использует систему Сонбун, классификацию граждан по их социальному происхождению. Ваши шансы на хорошую жизнь зависят от того, кем были ваши предки. Если у вашей семьи плохая история, например, кто-то из родственников сотрудничал с иностранцами или проявлял нелояльность к режиму, вы автоматически становитесь частью неблагоприятного класса. Это влияет на все, от места работы до возможности поступить в университет. Даже права на свободное передвижение внутри страны часто зависят от Сонбуна. Эта система настолько глубоко врезана в общество, что чистка репутации семьи может занять несколько поколений. То есть ваши правнуки могут страдать за действия, которые вы даже не совершали. Такая жестокая система контроля делает Северную Корею уникальной в своем подходе к социальному управлению. Судебная система Северной Кореи на первый взгляд весьма строгая и официальная, но за фасадом скрывается необычная практика. Споры между гражданами нередко решаются через песенные состязания. Представьте себе, два человека конфликтуют, скажем, из-за участка земли или долга. Вместо адвокатов и свидетелей они могут устроить дуэль в виде исполнения патриотических песен или гимнов, в которых важно не только качество исполнения, но и демонстрация преданности партии. Чем громче и искреннее вы поете, тем больше шансов на победу. А если вы забыли слова или фальшивите, это может быть воспринято как неуважение к режиму, что приведет к дополнительным проблемам. Конечно, это практикуется не для всех споров, но сам факт, что подобное возможно, удивляет и шокирует. Для многих из нас джинсы — это повседневная одежда, которую мы даже не замечаем. Но в Северной Корее их ношение строго запрещено. Почему? Потому что джинсовая ткань — символ враждебного Запада, особенно США. Любой, кто осмелится носить такую одежду, рискует быть обвиненным в подрыве национальной идеологии. Кроме того, страна запрещает носить любые элементы одежды, которые могут ассоциироваться с западной культурой. Это касается и других аксессуаров, таких как яркие солнцезащитные очки или обувь. Одежда в Северной Корее — это не просто способ выразить стиль, а строго регламентированный элемент пропаганды, отражающий порядок и скромность. Интернет в Северной Корее практически недоступен для граждан. Вместо всемирной сети в стране действует внутренняя система, называемая Кванмён. Это ограниченная сеть, где размещены только одобренные правительством сайты. Через нее нельзя связаться с внешним миром или узнать о событиях за пределами страны. Гражданам доступны лишь пропагандистские материалы, учебные пособия и новости, одобренные партией. Даже у элиты, имеющей доступ к международному интернету, все действия строго отслеживаются. А для простых людей любой контакт с внешним интернетом — это преступление, которое может привести к тюремному заключению. В Северной Корее проявление эмоций в определенные моменты — это не просто личное дело. Например, когда умирает лидер страны, все граждане обязаны публично демонстрировать горе. Если вы недостаточно громко плачете или выглядите безучастным, это может быть воспринято как нелояльность к режиму. Случаи, когда людей наказывали за недостаточную скорбь, вполне реальны. Во время похорон Ким Чен Ира в 2011 году арестовали тех, кто, по мнению властей, не проявил достаточных эмоций. Эти люди отправились на перевоспитание в трудовые лагеря. В Северной Корее выбор прически — это не личное предпочтение, а строго регулируемый процесс. Существует всего 28 официально одобренных стрижек, 18 для женщин и 10 для мужчин. Каждая из них должна быть одобрена государством, и парикмахеры обязаны следовать этим инструкциям. Например, короткие стрижки для мужчин считаются патриотичными, а длинные волосы могут быть истолкованы как признак неряшливости и даже идеологической ненадежности. Для женщин предпочтение отдается простым и аккуратным прическам, символизирующим скромность и трудолюбие. Попытка носить западные прически, такие как окрашивание волос или сложные укладки, может привести к проблемам с законом. Правительство видит даже внешность как способ демонстрации лояльности и подчинения системе. В то время как остальной мир живет в 2025 году, в Северной Корее сейчас идет 112 год. Эта разница вызвана уникальным календарем страны, который берет начало от года рождения Ким Ир Сена, 1912 года. Григорианский календарь в стране практически не используется, и все официальные документы, включая школьные учебники и газеты, следуют Чучхе календарю. Это часть государственной идеологии, где Ким Ир Сен возвеличивается как основатель новой эры. Для иностранцев это создает путаницу, так как даже даты в туризме часто указываются в двух системах — международной и северокорейской. Такой подход еще раз подчеркивает изоляцию страны и ее стремление выделиться даже в мелочах. В
В Северной Корее есть так называемые города-призраки, которые на самом деле никогда не были предназначены для жизни. Один из самых известных примеров — Киджундон или деревня мира. Этот город находится недалеко от демилитаризованной зоны и построен для того, чтобы показать внешнему миру достижения страны. На самом деле Киджундон полностью пуст. Все здания в нем — это лишь фасады, за которыми нет реальных помещений. Электричество в них включают автоматически, чтобы создать иллюзию активности. Также в городе звучат громкоговорители, транслирующие патриотические песни, чтобы соблазнить жителей Южной Кореи переехать на север. Этот абсурдный метод пропаганды показывает, как далеко может зайти режим в попытке создать ложное впечатление. Туристы, посещающие Северную Корею, должны быть готовы к постоянному контролю. Каждый гость получает сопровождающего, так называемого гида, который не только показывает достопримечательности, но и следит за каждым шагом. Любая попытка отклониться от маршрута, сфотографировать запрещенные объекты или поговорить с местными жителями может привести к серьезным последствиям. Туристам не разрешается носить GPS-устройства, а их телефоны и электронные устройства проверяются на границе. Кроме того, местные жители, с которыми туристы случайно взаимодействуют, также подвергаются проверкам. Такое внимание к гостям — часть стратегии, чтобы сохранить строгий контроль над имиджем страны. В Северной Корее есть музеи, созданные исключительно для внутренних пропагандистских целей. Например, Музей американских военных преступлений, где показывают искаженные истории о действиях США во время Корейской войны. Иностранные туристы редко допускаются в такие места, так как режим опасается, что неправильно интерпретированные материалы могут вызвать нежелательные вопросы. Вместо этого создаются отдельные экскурсионные музеи, где тщательно фильтруется информация, доступная для внешнего мира. Для самих граждан Северной Кореи такие музеи служат инструментом воспитания ненависти к врагам и усиления веры в правоту правительства. В Северной Корее школьные карты и глобусы выглядят совсем не так, как те, что используются в остальном мире. Например, США на некоторых картах либо сильно уменьшены, либо вообще отсутствуют. Этот шаг объясняется стремлением стереть врага из повседневного восприятия граждан. Вместо этого акцент делается на могущество Северной Кореи и ее союзников. Также на картах страны Южная Корея часто обозначается как часть территории КНДР, подчеркивая идею о том, что разделение полуострова временно. Этот пример манипуляции информацией еще раз подчеркивает, как далеко страна идет в своей пропаганде, начиная с самых ранних этапов образования. В 2015 году Северная Корея неожиданно изменила свое время, переведя стрелки часов на 30 минут назад. Этот шаг был символическим актом освобождения от японской колониальной эпохи, поскольку до этого времени в стране использовался тот же часовой пояс, что и в Японии. Это решение было представлено как важный шаг в укреплении национальной идентичности. Однако на практике оно создало множество неудобств, особенно для международных отношений. Например, это усложнило совместные проекты с Южной Кореей, которая продолжает использовать стандартное время. В 2018 году КНДР вернулась к прежнему часовому поясу в знак примирения с Южной Кореей. Но этот странный исторический эпизод остался в памяти как пример символической изоляции. В Северной Корее личный автомобиль — невероятная редкость. Большинство граждан вообще не имеет права владеть транспортным средством, а машины в основном принадлежат государству или элите. Однако иногда правительство дарит автомобили, но только высокопоставленным чиновникам или тем, кто проявил исключительную лояльность. Это всегда представляется как невероятная честь, хотя на самом деле получатель по-прежнему обязан использовать машину исключительно для выполнения государственных задач. Для обычных людей такие подарки остаются недостижимой мечтой, так как машины не только недоступны, но и дороги в стране в основном не предназначены для массового использования личного транспорта. В Северной Корее концепция частной собственности практически не существует. Все жилье, земля и даже большинство предметов домашнего обихода принадлежат государству. Гражданам лишь разрешают пользоваться этими вещами. Например, если семья хочет переехать или расширить жилую площадь, им придется обратиться за разрешением к властям. В любой момент их могут переселить в другое место, даже без объяснения причин. Такая система позволяет правительству поддерживать полный контроль над населением и ограничивать свободу выбора, создавая ощущение, что жизнь граждан полностью зависит от благосклонности государства. Выезд из Северной Кореи для ее граждан — это практически невозможная задача. За редким исключением страну могут покинуть только высокопоставленные чиновники или спортсмены, участвующие в международных соревнованиях. Для обычных людей попытка пересечь границу считается предательством. Если кто-то пытается сбежать, это может привести к суровому наказанию не только для самого беглеца, но и для всей его семьи, вплоть до 3 поколений. Это делается для того, чтобы не только удерживать граждан внутри страны, но и отпугнуть других от любых мыслей о побеге. Страна
превратилась в своего рода закрытую тюрьму, где понятие свободы существует только в пределах пропагандистских лозунгов. В Северной Корее даже такие личные события, как свадьбы, требуют государственного контроля. Будущие супруги обязаны получить разрешение от властей на заключение брака. Этот процесс может занять недели или даже месяцы, так как проверяются социальный статус, лояльность к режиму и происхождение обоих партнеров. Кроме того, свадьбы запрещено проводить вблизи государственных праздников, особенно тех, что связаны с лидерами. Это делается, чтобы люди не отвлекались от празднования важных для страны дат. Таким образом, даже важные моменты личной жизни строго регулируются, превращая их в еще один инструмент контроля. Газеты в Северной Корее считаются важным пропагандистским инструментом, но их использование строго регулируется. Например, изображения лидеров или государственных символов, напечатанных в газете, нельзя просто выбросить или использовать для хозяйственных нужд. Тем не менее, из-за нехватки материалов для ремонта, многие люди стали использовать газеты в качестве обоев. Но чтобы не нарушить закон, участки с изображением Кимов аккуратно вырезают. Это еще один пример того, как строгие правила и дефицит ресурсов сталкиваются в повседневной жизни граждан. Каждый гражданин Северной Кореи должен обладать дома специальным набором книг, включающим труды лидеров страны и материалы по идеологии Чучхи. Эти книги обязаны быть выставлены на видном месте, как символ преданности режиму. Если у инспектора, посещающего дом, возникнет подозрение, что книги недостаточно читаются или содержат пыль, это может привести к проблемам для семьи. В некоторых случаях граждан заставляют сдавать экзамены по этим произведениям, чтобы доказать свою преданность идеологии. В Северной Корее религия официально запрещена, а верующие преследуются как предатели. Режим заменил традиционные верования культом личности лидеров. Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын объявлены божественными фигурами, достойными поклонения. Храмы и церкви либо разрушены, либо превращены в музеи пропаганды. Подпольные христианские общины, пытающиеся сохранить веру, действуют в условиях постоянной опасности. За хранение Библии или молитву можно получить пожизненное заключение. В 2014 году ООН сообщила о казни 33 человек, обвиненных в контактах с зарубежными миссионерами. Даже буддизм, исторически распространенный в Корее, жестко контролируется. Монахи в храмах на горе Мюхян – это актеры, разыгрывающие ритуалы для иностранных туристов. Религия здесь не вера, а еще один инструмент подавления, где единственный допустимый бог – правящая династия. Продовольствие в Северной Корее не ресурс, а инструмент власти. Государство распределяет пайки через систему ТПД, трудовая продовольственная карточка. Но нормы зависят от лояльности. Неблагонадежные семьи получают втрое меньше, чем элита. В 1990-х голод, трудный поход унес жизни до 3 миллионов человек, но власти скрывали масштабы трагедии, продолжая экспорт риса в Китай. Сегодня 40% населения не доедает, а дети в провинциях питаются травой и корой. При этом военные склады забиты зерном, его запасы предназначены для армии и чиновников. Любая помощь от международных организаций перепродается на черном рынке, а доступ к ней получают только лояльные граждане. Голод здесь не случайность, а стратегия. Истощенный народ слишком слаб, чтобы сопротивляться.